Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала! Сегодня я приготовила замечательное праздничное блюдо, которое называется букет роз. А на самом деле это самая обычная селедка под шубой, просто сверху она украшена розочками и листиками. Конечно же, это все съедобное. Давайте же быстрее покажу вам, как я это сделала. Начинаем с приготовления блинчиков. Блинчики нам нужны для того, чтобы сделать розочки. И блинчики мы будем делать не тонкие, а толстенькие, чтобы они хорошо держали начинку. Итак, для теста полстакана молока, жирность любая, полстакана кефира, два яйца, я уже подготовила, выбила, сюда, и взбиваем. Теперь сюда добавляем 1 стакан муки. Так, и я уже подготовила, смотрите, чайная ложка сахара, чайная ложка соды, немножечко соли. Высыпаем все сюда, взбиваем. Лопаткой снимаем по краям, вниз опускаем, чтобы еще раз взбить хорошо. И добавляем 3 столовые ложки растительного масла. 1, 2, 3. Взбиваю. Смотрите, тесто немножечко густовато. Это для того, чтобы блинчики были плотненькие. А теперь я покажу, как я очень быстро умею жарить блинчики. Вот видите, какая я кудесница. Раз-два, и мои блинчики уже готовы. Из этого количества теста получается 5 блинчиков. Смотрите, какие они красивые. И видите, толстенькие. Блинчики я оставляю остывать, а пока я начну собирать блюдо. А теперь я собираю салатик селедка под шубой. Я буду готовить вот в таком блюде в форме сердечка. Как всегда, на дно мы начинаем с того, что кладем селедку. Селедку я уже разобрала. Обратите внимание. Я ее разобрала, на кусочки порезала, косточки вынула, все как положено. И оставила, смотрите, какая прелесть, мне досталась селедка с икрой. Какая она красивая. Я ее специально пока не порезала, вам показать. Каждая хозяйка имеет свои секреты приготовления этого блюда селедка под шубой. Так, первый слой идет селедка, и сейчас я разрежу икру. Значит, самый первый мой секретик, это если селедка попадается с икрой, это большая удача. Шуба получится гораздо вкуснее. Второй секретик, все овощи я тру только на мелкой терке, не на крупной, потому что на мелкой терке получается салат очень нежный. Третий мой секретик. Лук я использую не обычный лук репчатый, а я использую ялтинский лук. И обязательно сбрызгиваю его лимонным соком. Предварительно тоненько-тоненько его мелко-мелко нарезаю. Так, распределяем селедку с икрой. Это будет очень и очень вкусно. Так, сделали. И каждый слой я промазываю майонезом, использую его немного. На селедочку идет лучок. Вот смотрите, ялтинский лучок, который я тоненько-тоненько порезала, уже сбрызнула лимонным соком. И это будет гораздо-гораздо вкуснее, чем использовать обычный репчатый лук. Если нет ялтинского, можете поэкспериментировать. Есть еще лук Марс красный, но обязательно его тоже замариновать. Дальше у нас идет слой вареное яйцо. Здесь 2 вареных яйца, потертых на мелкой терочке. Совсем немножко майонеза.
Следующий слой это картошка. 2-3 штучки в зависимости от размера. Отвариваем, охлаждаем, трем на мелкой терочке и выкладываем слоем. Слой картошки я немножко присаливаю. Небольшая сеточка из майонеза. А какие у вас секреты приготовления селедки под шубой? Пишите в комментариях под видео. Пусть это будет полезная шпаргалка для всех хозяек, потому что я знаю, что у многих хозяек есть свои секретики. Следующий слой это вареная морковка. 1 или 2 штучки в зависимости от размера. Точно так же отварить, охладить и потереть на терке. Так, сеточка из майонеза. Майонеза у нас немножко, не надо заливать его майонезом. Так, а теперь бурячок. Значит, бурячок я отварила 3 штучки среднего размера, потерла на мелкой терке. Теперь 1/3 я сейчас выложу верхним слоем, смажу майонезом, а 2/3 это будет начинка для блинчиков. Теперь делаем начинку для блинчиков. Вот здесь у меня бурячки 2 штучки мелко потертые. К ним добавляем чеснок 2 зубчика, потертый на мелкой терочке. И майонез. Где-то столовая ложечка. Вот так. Перемешать. А теперь приступаем к производству розочек. Берем блинчик. Кладем на него начинку, распределяем. Сворачиваем рулетиком. Так, и будем нарезать. Значит, краешек мы обрежем. Примерно где-то 1,5-2 сантиметра толщиной. Вот так. А теперь полученные кружочки, а это наши розочки, мы выкладываем по периметру на шубку. Так. Итак, мы продолжаем делать с оставшимися блинчиками. Вот такое у меня прекрасное блюдо получилось в форме сердца. Обратите внимание, что крайний слой это где-то высота 1,5 сантиметра, дальше идет 2 сантиметра и потом внутри 2,5 сантиметра высотой. То есть все это идет вот так вот горочкой, красиво. Я выложила розочки, а теперь нам нужно добавить листики к этим розочкам. Петрушка, она у меня уже помыта, высушенная. И теперь я, добавляя петрушку, буду делать красивые листики. Блюдо я украсила листиками петрушки. Вот получился вот такой замечательный букет роз. Обычное блюдо, селедка под шубой, красиво украсив, можно подать как необычное блюдо. На любом праздничном столе это будет украшение. И, конечно, оно очень вкусное. А сейчас я хочу вам показать, как это блюдо выглядит в разрезе. Вот мы его уже начали кушать. Смотрите, пожалуйста. Хорошо держится шуба и стоят красиво розочки. Блинчики, я говорила, должны быть толстенькие. Видите, как они хорошо держат форму, хорошо держат начинку.
полностью не пропитываются начинкой, не становятся мокрыми. Это салат провел в холодильнике ночь. Вот я его достала, он абсолютно такой же красивый. Ничего с ним не происходит. И красиво мы можем сделать, выложить это блюдо на тарелочку нашим гостям. Отдельно роллы, вот шубка. И еще на тарелке остается место для какого-то основного блюда, горячего, закусок и так далее. Вот еще одна тарелочка. То есть это блюдо красиво смотрится оригинально и в большом блюде, а также когда вы подаете его гостям, это тоже будет очень красиво смотреться на каждой порционной тарелке. Великолепный рецепт, очень вам советую. Готовьте, радуйте себя, своих родных и близких. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Буду ждать ваши отзывы. До новых встреч. Пока-пока.